хочу немножко рассказать о том, снова как проходят мои онлайн-занятия по рисованию, и почему они эффективны, и почему некоторые боятся заниматься онлайн, думая, что это не результативно. Я сразу скажу, что у меня уже вот, лет 5 я преподаю онлайн, и за это время, да, я занимаюсь и научила рисовать не только тех, кто только для себя учится рисовать, да, дети, подростки, но также подготовила уже нескольких человек к экзаменам в вузы. То есть, понимаете, да, результат есть. То есть мы занимались этим летом тоже. Вот я рассказывала видео с двумя девочками, и одна поступала в один вуз, другая там в другом городе поступала в колледж. И это было только онлайн-формат, мы занимались рисунком, там, композицией, и все было абсолютно точно так же, как если бы мы с ней занимались лично. Просто главное, часто главный вопрос у людей, а, им кажется, что когда преподаватель сидит рядом, он может поправить или он лучше увидит, а когда преподаватель на экране, то человек не сможет показать сам свои ошибки, не сможет прогрессировать, и преподаватель не заметит, да, ошибку. И я хочу сказать, что это все не так. Конечно, вот каждый преподаватель по рисованию онлайн, он преподает по-своему. И здесь вот реально у каждого свой собственный метод. Я расскажу, как я это делаю. Я просто объясняю человеку точно так же, как я это делаю вот в очном формате. То есть, когда ко мне человек приходит домой или там, да, куда-то, где мы в кафе рисуем, я могу что-то рисовать в блокноте, могу показать, и в основном я объясняю, я показываю какие-то примеры, и человек рисует уже сам. Это сложнее, да, чем если бы, конечно, там, может быть, я бы рисовала примеры, да. Здесь надо понять одну основную вещь, что работа с преподавателем, с репетитором, это не то же самое, как вот проведение мастер-класса, когда вы приходите на какой-то мастер-класс, там, по живописи, например, и рисуете картину, у вас образец, и вы рисуете, например, картину. Или вот как иногда маленьких детей учат, действительно, да, рисуют перед ними, там, пошагово, шаг один, шаг второй, да, шаг третий, там, закрасить то, закрасить то, закрасить то. С уже более взрослыми людьми, там, да, после уже 8 лет, да и после 7, наверное, мы так не работаем. То есть вообще, в принципе, даже на очных занятиях, если вы будете ходить на курсы или вы будете ходить в художественную школу, нигде не будет преподаватель сидеть с вами рядом и с вами, да, одновременно рисовать. То есть он максимум, он будет приходить, уходить, он будет вам говорить какие-то ошибки, показывать, может быть, на полях делать какие-то почеркушки. Ну, бывает, конечно, что преподаватели начинают что-то рисовать на работах, такое тоже бывает. Ну, я так не делаю, я стараюсь максимально, чтобы человек сам вот нашел свою собственную линию путем каких-то, да, ошибок, но тем не менее это намного полезнее. И когда мы рисуем онлайн, то же самое. Вы сидите и рисуете за своим столом, вы мне присылаете ваши фотографии, и также иногда человек ставит свою камеру, свой планшет или телефон таким образом, чтобы я видела, как человек рисует, и я по ходу тоже могу давать какие-то рекомендации. То есть сама система, она абсолютно идентична. Просто человек сидит дома, да, и мы находимся по разные стороны экрана. В остальном все то же самое. Каждый раз я вот это говорю и пытаюсь донести. И, конечно, здесь просто нужно попробовать, посмотреть, вам вообще комфортно вот с этим человеком заниматься. То есть я считаю, здесь все равно все зависит от личности преподавателя, насколько вам комфортно конкретно с этим человеком. А уже это онлайн или это офлайн, это вообще уже не важно. Просто, конечно, в онлайн-формате вы экономите очень сильно время, да, и вообще вы имеете больше выбора. Вы можете выбрать человека из другого города, вы можете больше там вариантов по времени, да, по стоимости также больше вариантов, потому что у вас больше вариантов выбора преподавателей, темы, да, и уровня тоже, потому что ну, вот время преподавателя очень сильно ограничено. У меня у самой, например, ну, вот уже как бы я ощущаю, когда у меня очные занятия, они все равно берут больше времени, чем тот час, который я занимаюсь с человеком. Мне нужно подготовиться, мне нужно человека встретить, проводить, мне нужно тоже, да, вот, чтобы я была в этом конкретном месте, или до него, может быть, доехать нужно, если мы в кафе занимаемся. То есть все это очень ограничено.
И поэтому я всегда всех сейчас приглашаю, конечно, на онлайн-занятия, индивидуальные именно онлайн-занятия. Они очень эффективны. И и тут вот просто надо смотреть по результатам, по, собственно, вашим результатам. Если у вас идет рост, идет прогресс, значит, вы на верном пути. А бывает так, что и на очных занятиях не бывает прогресса. Вот. Главное понять, что никто не будет... Ну, то есть в основном лучше, я считаю, учиться так, чтобы у вас на листе не рисовали и вам объясняли это словами, примерами, там, книгами, референсами, и вы уже находили свой собственный путь. Вот. А путь мастер-класса — это скорее больше знакомство с материалами, знакомство вообще с искусством, с каким-то творчеством, да, когда просто вы еще вот абсолютно с нуля, да, вы можете сходить на мастер-класс какой-то, нарисовать картину, да, вообще пообщаться с людьми, вообще почувствовать, что это такое творческий процесс. Это тоже очень здорово. Но, как правило, регулярное обучение — это немножко другое. Вот на этом завершу. Можете писать мне вопросы, пожелания и приходить на пробные занятия.